Dale, I don't see Joel, but I think we can start. No Maybe problem. he will I'm good to join us go. later, because it's time. I'm good to go. Итак, дорогие друзья, я рада вас приветствовать сегодня на нашей конференции. Они у нас регулярные. Каждый второй вторник месяца мы имеем возможность общаться с нашим американским руководством, с офисом компании Nimbus в штате Юта, в городе Сэнди. Это могут быть кто-то из администрации, из руководства или наши разработчики. Вот сегодня у нас на конференции уже присутствует Дэйл Глэдхилл, и мы в ожидании Джоэля Рокольда, но сейчас разрешите мне представить Дейла. Это наумнейший человек, человек-гений, у которого просто блестящие идеи в голове. У него большое количество разных изобретений, причем запатентованных, очень много патентов на его изобретения. И, конечно же, Дэйл Глэдхилл является разработчиком в компании Nimbus технологии cm2. Это браслет, это сетка, это устройства, которые безгранично помогают людям по всему миру. И вот сегодня мы нашу конференцию начинаем вместе с Дейлом, и я передаю ему слово. Dale, you're welcome. We are so happy to see you. I introduced you and told many good, warm words about you. Oh, very nice. Thank you. So you can share the screen. Okay, yeah. I'm going to share some new ideas with you. Итак, друзья, я хочу поделиться с некоторыми новыми идеями с вами. Okay. Can you see that slide? Yes, we can. Я думаю, что всем виден этот слайд, но я, по крайней мере, вижу его прекрасно. Надеюсь, что вам тоже видно. Okay, so this slide here is called, this is the history of PEMF, or pulsed electromagnetic field, in the USA. Этот слайд, это, скажем так, история в Америке технологии импульсного электромагнитного поля. So it's starting, as you can see, the first date is there is 1979. Итак, первый день, первый год, когда зародилась эта технология, это 1979 год. But if we were to discuss just the history of PEMF, there would be one date about 1950 when the former Russia called USSR was testing PEMF with the cosmonauts or astronauts in space. И даже если копнуть глубже, то можно даже сказать, что это даже 1950-е годы, это возвращаемся в старые времена, в Советский Союз, когда начались исследования именно этой технологии в космонавтике. So anyway, this chart here is talking about PEMF and the approval by the FDA, or we say that, you know, that's the health department of the United States government. Итак, мы сейчас будем рассматривать даты зарождения и эволюции этой технологии, и причем это одобрено такой организацией в Америке, как FDA. So the first one, 1979, the FDA or the government approved PEMF for healing of bones. Итак, 1979 год – это когда официально FDA и, скажем так, на уровне правительства было принято, что технология может использоваться для лечения сращивания костей. The next one, 1998, it's approved for urinary incontinence or affecting the muscles to help people control their bladder. To control what? The bladder, to go to the bathroom. So it affects the muscles. Итак, 1998 год, когда технологию приняли официально для восстановления тканей.
2004, it's approved for when they have trouble with backs, broken backs. 2004 год. Официально принята эта технология для восстановления и лечения позвоночника. 2006, approved for using on the head for depression or anxiety, and anxiety. В 2006 год эта технология официально принята для лечения депрессии и психических расстройств. 2011, the next one, approved for treatment of brain cancer. В 2011 год пульсирующую электромагнитную технологию официально признали для лечения рака мозга. 2017, approved for plantar fasciitis, that's in the foot, and also arthritis of the knee. 2017 год официальное признание при лечении артрита и подошвенного фасциита. And then 2020, I put nothing. But the reason I wanted you to see this slide is because 2019, you missed 2019. Oh, 2019 for pain relief. 2019 год технологию официально признали для уменьшения боли, для снижения болевых симптомов человека. So I'm gonna, the reason I wanted you to see this slide is how can one type of technology affect the bone, affect the pain, affect muscle, affect the brain? How can one, there's never been technology ever designed to affect the entire body like that. Я почему показал вам этот слайд? Потому что я хочу, чтобы вы задали себе вопрос, как такое возможно, чтобы одна и та же технология использовалась и была признана для восстановления суставов, для лечения и сращивания костей, для уменьшения симптомов боли и многого другого. Никогда такого не было, чтобы одна и та же технология была признана вот в таком обширном спектре воздействия. Okay, so now I'm going to talk why. Let me go to this slide right here. И я хочу теперь объяснить вам, почему она признана в таком спектре. So we're going to, it's like building a house. So the first thought to remember is, wow, how can this type of technology help the body in so many ways? Итак, первая мысль, которая приходит многим на ум, ну как же так? Технология одна единственная, а помогает избавиться от стольких симптомов, стольких болезней. Okay, so this slide. Let's talk about the one in the red. This is about the engine, automobile engine, or the engine of any, you know. Вы видите, первая часть слайда – это двигатель автомобиля. Yes, we see. So we know to make an engine work, it has to have fuel or gasoline, oxygen, has to have a charge or spark, and it all needs to be connected together. Итак, чтобы двигатель заработал, должно быть совокупность нескольких факторов. Это, конечно, бензин, топливо, это искра и это кислород. И все это должно сработать в один момент, одновременно. Everybody knows if you have bad fuel or you have inability to get good oxygen in an automobile, the car will not run very good. Конечно, все вы знаете, если автомобиль заправлять очень плохим топливом или не будет возможности поступления кислорода в автомобиль, то он не поедет. Okay, now let's go to the middle one, the green one. So this is about regarding plants. А теперь давайте перейдем на середину слайда и посмотрим, что происходит с растениями. For a plant to grow strong, it has to have sunlight, water, carbon dioxide, and has to have minerals or, you know, or fertilizer, minerals. Итак, чтобы наше растение хорошо росло, ему для этого нужен солнечный свет, вода, углекислый газ и, конечно, минералы.
So just like an engine, if you take away any one of these from a plant, the plant will not live. Or if you don't give very good sunlight, the plant will only grow just a little bit. И тут такая же аналогия, как с двигателем автомобиля. Если мы уберем какой-нибудь из компонентов, то растение не будет расти. Если мы дадим ему мало солнечного света, то, ну, возможно, растение будет расти, но это будет очень маленькое такое чахлое растение. Okay, let's go to the blue one. About the human, this is about the human cell. И третья часть нашего слайда это то, что относится к клетке человека. So remember, each one of you are built out of about 100 trillion cells. Помните, что каждый из вас состоит из сотен триллионов клеток. And every one of those cells is like a tiny, small engine, just like the first one we talked about combustion. Every cell is like a small engine. И каждая клеточка вашего организма – это двигатель, электрический двигатель. For a cell to perform, it has to have nutrition. Для того, чтобы клетка функционировала, работала, ей обязательно нужно питание, Oxygen, кислород, some form of energy, electrical energy, энергия, электрическая энергия. and then it needs to be connected to the other cells. We say, and that's done with electrolytes or hydration. И взаимодействие с другими клетками, а для этого клеткам нужны электролиты. So the world is an amazing place. Мир – это удивительное место. The waste product of a human when you breathe out is carbon dioxide. Удивительно, когда человек выдыхает из себя кислород, он превращается в углекислый газ. The waste product of a plant that it gives off is oxygen. Это расходный материал, как бы отход, да, от человека, но это, скажем так, заряд, энергия, питание для растений. Yeah, we feed each other. God designed an amazing world we live in. Мы кормим друг друга. Господь создал удивительный мир, и мы все взаимодействуем друг с другом в этом мире. Okay, so now that you understand that every cell is like a small engine and requires these 4 ingredients. И теперь вы понимаете, что каждая клетка – это определенный двигатель, и, конечно, этому двигателю нужен заряд и много чего для того, чтобы функционировать. Okay. So the question is, why does a human cell require these 4 ingredients? Вопрос: почему клетке человека нужны эти 4 компонента? The human cell requires those 4 ingredients so that it can generate energy. Клетке нужны 4 компонента, о которых мы говорили, потому что ей нужно генерировать энергию. And the medical term for generating energy is called, it generates something called ATP. И медицинский термин для выработки энергии называется АТФ. And that's done within the cells called the mitochondria. И этот процесс происходит внутри клетки, в митохондриях клетки. So when each cell is given more oxygen, more nutrition, the cell can generate more energy. Если каждой клетке вдоволь полностью давать энергию и питание, то клетка начинает генерировать энергию. More energy for what? А больше энергии для чего? It can be more energy to heal, or more energy to increase performance, or every cell in your body is designed for something, but the more energy it can have, the better it can do its job. Больше энергии для чего?
может быть для того, чтобы лечить организм, может быть для того, чтобы улучшить производительность тела и организма, может быть для того, чтобы просто лучше жить. Поймите, каждая клетка создана для того, чтобы нести определенную функцию в вашем организме. So how can we get more of these ingredients to each of more of these components to each of the cells? Итак, каким же образом максимально нам получить в клетку все эти 4 компонента? So on the left, we're going to talk about the blood, the red blood cell. Итак, слева картинка, мы сейчас будем говорить об эритроцитах. Your blood is the only way that you can deliver oxygen and nutrition to those 100 trillion cells. Кровь – это единственный способ в организме человека, чтобы доставить кислород и питательные вещества до всех клеток в теле. Let's talk oxygen first. Давайте поговорим сначала о кислороде. The oxygen, when you breathe in, oxygen is, of course, goes to the lungs, and that's where the red blood cells pick up the oxygen molecules. Итак, когда вы вдыхаете кислород, он проходит в легкие. Это именно то место, где эритроциты присоединяют на свою поверхность кислород. As you can see, the picture in the middle, the oxygen molecules are carried on the outside of the red blood cell. И как вы видите на слайде посередине, то молекулы кислорода присоединяются к поверхности эритроцитов, и дальше они переносят по организму кислород. So the only way we can have a red blood cell carry more oxygen is to have a red blood cell separated or free suspended so the entire surface area can carry more oxygen. Единственный способ перенести максимальное количество кислорода – это присоединить к поверхности эритроциту максимальное количество молекул кислорода. А это можно сделать только в единственном случае, когда поверхность эритроцита полностью освобождена, и эритроциты не склеены друг с другом, а находятся в свободном плавании. So as you look at the two kind of the orange pictures at the bottom, you can see one slide has a picture of red blood cells that are stacked together like in a line of looks like a worm or a line of coins stacked together. Итак, внизу два слайда таких желтоватых. Это фотографии, снимки эритроцитов. С левой стороны сладжирование, то есть склеенные монетные столбики. Эритроциты такими столбиками идут. I have looked at thousands of people's blood personally, and 99% of all people's blood looks like those stacks there. Я лично посмотрел тысячи и тысячи людей, посмотрел их кровь, и в 99% я видел склеенные, сладжированные монетные столбики. The slide on the right is what people's blood looks like after they have used the cm2 technology. Слайд справа – это кровь людей, состояние эритроцитов, которую мы видим под микроскопом после того, как люди используют технологию cm2. When I come to Russia next time, I will show you over, 1,000 slides just like this. They look almost identical from testing so many people. Когда в следующий раз я приеду в Россию, я могу вам лично показать все свои снимки, тысячи и тысячи исследований крови людей, и практически всегда это выглядит идентично. Now, in those two slides of blood, you can see the kind of gray area. The gray area is called plasma. На этих слайдах вы видите такую серый цвет, это так показана плазма на снимках. In the plasma, that's where all the nutrition you eat is carried.
Именно плазма — это то место, где переносятся, хранятся, доставляются, содержатся все питательные вещества. So the two main reasons we want red blood cells separated. Есть две основных причины, почему мы хотим, чтобы эритроциты были отсоединены друг от друга. One is because now they can carry much more oxygen. Первое — это то, что отсоединенные друг от друга, они могут переносить огромное количество кислорода, молекул кислорода. And oxygen is part of the secrets to not only high performance, but healing. А достаточное количество кислорода в организме — это секрет того, что организм может восстанавливаться, излечиваться, восстанавливаться от болезней. И также это повышенная производительность, выносливость, физическая выносливость организма. And the second reason is every human body has about 100,000 miles or about 140,000 kilometers of these tiny, small capillaries. И вторая причина, почему эритроциты должны быть отсоединены друг от друга, это то, что в организме содержатся 100 тысяч миль, километров микроскопических капилляров. And these capillaries are the diameter of one single red blood cell. И эти капилляры точно диаметром состоят из одного эритроцита. Только один эритроцит может пройти в микроскопический капилляр. So when red blood cells are separated, the ability to for the blood, which is your oxygen, and the plasma, which is your nutrition, now is getting to all the small capillaries throughout the entire body. И когда эритроциты отсоединены друг от друга, насытив свою поверхность молекулами кислорода и взяв питание из плазмы, они могут проходить в самые микроскопические капилляры и доставлять этот кислород и питание до всех органов в организме. Going back to the beginning slide, think about it. Every cell is like a small engine. The more oxygen, the more nutrition you can give it, the better the cell can perform. А теперь вспомните тот первый слайд, который я вам показывал, что клетка — это как маленький двигатель. Чем больше кислорода и питания мы доставим в эту клетку, тем лучше она будет работать. This is why so many people that use the cm2 are heal so much better and feel so much better and much less pain, because all they're doing is giving their cells more energy so they can do what the body's designed to do. Вот почему огромное количество людей по всему миру, которые используют технологию cm2, излечиваются от болезней, чувствуют прекрасное состояние организма, получают намного больше энергии, больше выносливости. It's no secret. Дэйл, I will finish. И все это происходит почему? Потому что они доставляют в свои клетки много кислорода и много питательных веществ. Это не просто слова, это наука. It's not a secret, it's just science. Это не секрет, это наука. So, in the way, for example, if you understand that a red blood cell can hold a charge just like a battery. Вот смотрите, я хочу, чтобы вы поняли, что эритроцит может удерживать заряд, как батарея. And the cm2 technology is very similar to how the new wireless phone, how the new cell phones charge wirelessly. И технология cm2 очень похожа на новые беспроводные устройства, которые заряжают телефон без проводов. It pulses energy on the red blood cell. The red blood cell absorbs a charge, and when charge becomes similar, they separate.
Технология cm2 позволяет давать энергию, заряд эритроцитам. Эритроциты принимают этот заряд и удерживают энергию. И отсоединяются друг от друга. So when the body is getting nutrition and oxygen to all the cells in the body, когда в организм поступает достаточное количество кислорода и питания, then now you can read these 10 things. These are the things you can expect for the human body to do. These 10 things. I'll let you read them. Вы можете ожидать от технологии, от использования технологии следующие пункты. Первое – это улучшается доставка кислорода во все клетки, и это дает клеткам энергию и здоровье. Улучшается кровообращение, улучшается доставка питательных веществ в организм, улучшается физическая выносливость и производительность, улучшается защита от патогенных микробов, улучшается функция именно защиты организма от вирусов. Также организм получает быстрое восстановление от травм, снижается болевой симптом, и не нужно использовать обезболивающие средства. Уходит воспаление и уменьшается опухоли. Ну вот, когда ушиб, и уходит быстро опухоль, допустим, с ноги или с того места, с руки, где был ушиб. Также организм получает больше энергии для того, чтобы заниматься любыми активными видами деятельности, и также улучшается гибкость тела. Dale, I translated all 10 points. Okay, so Nimbus is like no other company you ever met in the world. Nimbus – это компания, которая не похожа ни на одну другую, любую компанию в мире. Especially in direct marketing, you know there are so many companies selling vitamins. Особенно, скажем так, в бизнесе прямых продаж, вы знаете, какое огромное количество компаний продают витамины и БАДы. And even many companies also have very good vitamins. И, конечно же, очень много компаний имеют прекрасные витамины. But for me, I'm the science guy. I don't care how good your vitamins are. И что касается меня, я ученый, и мне плевать, насколько хороши витамины вашей компании. Because if your blood is not proper, you can't deliver the best vitamins anyway. Потому что если ваше тело не подготовлено, клетки не подготовлены, то неважно, какого бы хорошего качества, какие бы самые лучшие витамины вы не принимали. This is why Nimbus is different from every other company in the world. Вот почему компания Nimbus отличается от любой другой компании в мире. Dale, please tell a story. Do you remember once you told that one guy came to the office who said that he's the producer of good vitamins? Yeah. And when you checked his blood... Got it. Uh-huh. Got it. So I'll tell you a story. Last year, about a year ago, a company that is one of the world's biggest supplier in vitamins came to our office. Итак, я хочу вам рассказать одну историю. Я просто ему напомнила эту историю. Пусть я хочу, чтобы он вам рассказал эту историю. В общем, в офис пришел представитель одной очень крупной, большой компании, которая производит витамины. И вот этот разработчик пришел в офис Nimbus. And he said, "We think we have the best vitamins in the world." И он сказал, по нашему мнению, у нас самые лучшие витамины, которые мы производим вообще в мире. I said, "Well, that's very interesting, but can we test your blood?" И я ему сказал, очень интересно, а давай-ка проверим твою кровь. And he said, "Well, why do you want to test my blood?" А он сказал, зачем
тебе это надо? Зачем ты хочешь сделать тест моей крови? So he agreed. I said, I'll listen to your presentation if we can test your blood. А я ему тогда сказал, хорошо, я послушаю твою презентацию, все, что хочешь рассказать мне о твоих витаминах, но с одним условием, что я после проверю твою кровь. And we tested his blood of the guy with the world's best vitamins, and his blood looked like the picture in the bottom left corner, all stacked together. И мы проверили того парня, который производит и продает самые лучшие витамины в мире, и у него кровь выглядела вот такая вся сложированная в столбиках, как на том снимке, который я вам показывал. And then after I showed him his picture, I started teaching him about how his vitamins get delivered through the body. И после того, как я показал ему кровь, я стал обучать его и рассказывать, каким образом его замечательные витамины вообще должны попасть к нему в кровь и в организм. He had spent his whole career trying to build the best vitamins. И всю свою карьеру он пытался создать самые лучшие витамины. But he never once considered about the delivery of the vitamins within the body. Но он никогда даже не представлял и не задумывался, каким образом эти витамины будут доставляться в организм человека. It's like he spent his whole lifetime making the very best engine for a car. Это можно сравнить, что он всю свою сознательную жизнь создавал самый лучший двигатель для машины, But he never thought about getting some wheels. но он не думал, каким образом присоединить к этому двигателю колеса, чтобы машина поехала. Anyway, we put a web on him, retested his blood, and his blood looked like the picture next to it, separated. He could not believe what he saw. Мы положили ему сетку, он посидел, принял сеанс, мы сделали повторный анализ крови, и у него все эритроциты отсоединились друг от друга. Он просто смотрел на экран и не мог поверить своим глазам. So once you start understanding how the human body works, then you start appreciating, really appreciating the cm2 technology and good supplements. Как только вы задумаетесь, как устроено тело человека, как доставляются питательные вещества, как работают клетки, как живет тело человека, то тогда вы по-настоящему осознаете все преимущества и превосходства технологии cm2. Most companies that make supplements always try to put some chemical in a supplement to make the people feel better. Я знаю, что многие компании для того, чтобы их продукция работала, витамины работали, БАДы работали, добавляют определенные какие-то химические вещества для того, чтобы люди чувствовали эффект. So when people take the supplement, they go, wow, this is amazing, I feel better. И когда люди начинают принимать такие биологически активные добавки, они говорят, да, я действительно себя чувствую лучше. But remember, the human body is kind of like that tree in the picture here. Но вы помните, что тело человека можно сравнить с деревом, вот как на этой картинке. Taking a supplement with some chemical to make you feel better is like trimming the tree so it has a beautiful shape. Принимать просто биологически активные комплексы там, с добавлением какой-то химии не имеет смысла. But if you really want strength and beauty, it all happens down under the ground in the roots. Если вы действительно хотите молодости, красоты, вот этой сочности дерева, то вы должны обратить внимание на то, что исток здоровья лежит в его корнях. And that's where Nimbus spends all its time and research is underground at the roots, or like the cells of the human body. И поэтому компания Nimbus все свое время разработки проводит под землей, в глубине, в
корнях и концентрируется именно на клетке человека. So now you know why Nimbus is different from every other company in the world. Теперь я думаю, что вы поняли, почему компания Nimbus отличается от других компаний в мире. I will never say, use our technology, take our supplements, and you will feel better in 10 minutes. You will never hear me say that. Я никогда в жизни не скажу, никогда. Используйте нашу технологию, используйте наши добавки, и вы сразу же, там, через 10 минут будете здоровы. Нет, я так никогда не скажу. You cannot trick or cheat the body. Вы не можете обмануть свое тело. You have to work with the cells. There's nothing below or better or stronger than cell health. Вы должны над здоровьем своего тела работать через клетки. И нет ничего важнее, чем воздействие именно на клетки человека. It's not complicated. This slide you're looking at right now is just how simple the body is. И это совершенно несложно. Я просто показываю вам этот слайд, чтобы вы поняли, насколько простое тело человека. Give your body what it needs, and amazing things will happen. Просто дайте своему телу то, что оно жаждет, то, что ему нужно. И вы посмотрите, какие удивительные вещи начнут с вами происходить, с вашим здоровьем. Okay, I'm back. Oh, great. Oh, I like this presentation very much. It was Okay. also very interesting. Thank you. Okay, can you see me? I'm not sure. Yes. Okay. Yes. Anyway, so those are my thoughts for today, but you can see Nimbus is so different from every company. Вот такой посыл был сегодня у меня к вам. Это были мои мысли, мои размышления. Я просто хотела вам донести, почему компания Nimbus отличается от других компаний. And we really know we're on the right science path for the human body. И мы считаем, что мы находимся на самом правильном пути к здоровью человека. And how do I know? И как я это узнал? Because so many people are healing, getting better, more energy, everything that's good. I see the results from so many people around the world. Откуда это я знаю? Я вижу огромное количество людей по всему миру, которые рассказывают свои результаты, как они восстановились по здоровью, насколько больше у них энергии, там, восстановление сна и так далее. Результаты и результаты постоянные. I know hundreds of people that are no longer using certain pharmaceuticals or drugs because their body now is performing properly. One more time, please. You know, hundreds of people? I know hundreds of people that are no longer using like high blood pressure medicine or pharmaceuticals because their body now is performing properly. I got it. И я знаю уже сотни людей, которые отказались от приема разных медикаментов и лекарств